О том, почему Life is Strange — мой маленький секрет, расскажу немного позже, а пока минутка предыстории. Так повелось, что в конце каждого месяца люблю смотреть, чем же меня порадует в плане игровых релизов месяц следующий. Обожаю пребывать в предвкушении чего-то хорошего. А октябрь чрезвычайно плодотворный на релизы, как ни крути. Метафора и фантазия выходит совсем скоро, а еще Silent Hill 2, ну шикарно просто. И вот постепенно глаза доходят до последних дней месяца, и тут я замечаю Life is Strange Double Exposure, и про себя думаю, вау, ну классно. А потом проскакивает мысль, от чего я радуюсь, это уже какая 4-я или 5-я игра в серии, чего я предыдущим-то так не радовался. В чем же различие? Минутка самоанализа, и ответ становится очевидным. Я радуюсь возвращению Макс Колфилд. Почему так? Об этом поговорим немного позднее, но забегая вперед, скажу, что искренне считаю ее не просто одним из лучших персонажей во франшизе или там из женских персонажей, если уж их как-то категоризировать, но в целом думаю, что Макс Колфилд один из самых интересных и харизматичных персонажей в видеоиграх в принципе, по крайней мере в моем личном мире. С момента анонса игры на презентации Xbox в июне этого года среди поклонников Life is Strange не утихают споры. Кто-то считает, что оригинальная игра — законченная история, и ей не нужно продолжение, что возвращение Макс — это нечестный ход в попытке срубить денег на ностальгии и любви игроков к оригинальной самой первой игре. Ну а кто-то, наоборот, вне себя от радости, от возможности снова встретить любимых героев и окунуться в атмосферу своей юности. Напомню, что первый Life is Strange уже почти 10 лет, и если вы в нее играли подростком или молодым человеком или девушкой, вам уже далеко за 20. Вы не тот парень или девушка, которыми вы были 10 лет назад. У вас другая жизнь, другие проблемы и испытания, как и у выросшей Макс. Она взрослая, у нее новая жизнь, сформировавшийся характер, другие желания, стремления и проблемы. О проблемах поговорим позже, куда уж без них, а пока расскажу маленькую историю. Это была зима, январь 2015-го. Так уж заведено, что в начале года обычно ничего не выходит, игровая индустрия, как и большинство людей, отдыхает от новогодней суеты. Я наверняка в это время допроходил что-то с прошлого года, может, Assassin's Creed Unity, не помню уже, и тут в инфополе появляется игра от малоизвестной студии, игра в духе The Walking Dead. А напомню, в то время подобные эпизодические игры были очень популярны. Конечно, я ее запустил. И здесь, наверное, мои эмоции будут в унисон с эмоциями миллионов игроков по всему миру. В момент, когда Макс надевает наушники и идет по коридору школы, в этот момент ты понимаешь, что это что-то особенное, что это не проходная игра, что ее любили, когда создавали, в нее вкладывали душу. Я для интереса посмотрел несколько стримов того времени. У всех играющих было одно и то же выражение на лице и комментарии. Какая классная музыка. Да, музыка потрясающе подобрана. Нужно памятник поставить человеку, кто занимался подборкой треков, это точно. За счет музыки как раз и задавался тон будущему повествованию. Создавалась атмосфера романтичной повседневности, с которой практически каждый мог коррелировать по своим каким-то причинам. Может, это прозвучит странно из уст взрослого мужчины, но на тот момент, когда хотелось, чтобы зима поскорее закончилась, эта игра, этот живописный Аркадия Бэй, был идеальным местом для меня. Сложно объяснить, но это чувство гармонии и спокойствия провинциального городка неожиданно ярко откликнулось внутри меня. Эта атмосфера, эти пастельные тона, эти персонажи. Я как будто был там рядом с ними, переживал их проблемы и эмоции. История Макса и Хлои казалась мне какой-то настоящей и ненапыщенной, простой и человеческой. Подростки говорили и вели себя как подростки, взрослые варились в своем собственном взрослом мире со своей драмой. Если вы играли и вам понравилось, я думаю, что вы меня понимаете. Но я заметил кое-что странное. Каждый раз, когда я пытался поговорить с друзьями по поводу Life is Strange, ребята как будто тушевались и стеснялись признать, что им понравилась эта ламповая подростковая история про девушек-подружек. Отчасти ожидаемо и понятно, мы тогда играли в Destiny 2 и последнего Wolfenstein и ждали третьего Ведьмака. Вот именно поэтому игра стала моим маленьким мужским секретом, как бы странно это ни прозвучало. Я пробовал следующие игры серии, но в них уже не было той магии, как в первой. Знаю, что есть много поклонников и второй части, и True Colors. Я не говорю, что эти игры плохие, совсем нет. Просто для меня история Макс Колфилд особенная. И именно поэтому я обрадовался, что новая игра — прямое продолжение этой истории.
Прежде чем мы обсудим новую игру, я сходу сообщу плохие новости, чтобы мы к этому больше не возвращались и у вас не осталось плохого послевкусия. Double Exposure выходит 29 октября по цене в $50. Будут русские субтитры. Ну и где плохие новости, спросите вы? Немного дешевле даже, чем обычный, перевод есть. А вот где. Если вы накинете $30 сверху и купите самое дорогое издание за 80, вы получите, понятно, всякие разные бонусы типа костюмов, но, что самое главное, первые 2 главы игры вы сможете пройти, внимание, за 2 недели до выхода игры. Еще раз повторюсь, ранний доступ не за пару дней, как это обычно бывает, а за 2 недели до официального выхода этого типа дешманского издания за полтос. Double Exposure — исключительно одиночная сюжетная игра, спойлеры и прохождение которой будут в сети за 2 недели до выхода. На мой взгляд, это крайне мерзкий и нечестный способ нагреться на поклонниках. И даже если игра выйдет хорошей, представьте, какими будут оценки на агрегаторах от пользователей, учитывая последние тренды. Такие вот делишки. С этим все категорически осуждаю. Вернемся к самой игре. Хоть разработчики заявляют, что для того, чтобы получить удовольствие и понять, что происходит, собственно, вам не обязательно проходить предыдущую игру, они явно лукавят. Первая часть Life is Strange задала такой бэкграунд для происходящего, что было бы глупо игнорировать его и писать полностью нейтральную историю. Даже если это и было бы так, тогда возникает вопрос, вероятно, главный вопрос, а почему именно Макс Колфилд? Почему именно сейчас ее вернули в серию? Из-за денег? Но это очевидно, что игры продают за деньги. Или, может быть, чтобы поддерживать периодический интерес к франшизе? Ответ тоже да. Или, может быть, у Макса есть история, которую нужно рассказать. Именно так считает режиссер игры Фелис Куан. Она рассказывает о том, что и разработчики, и игроки выросли со времен первой игры, как и Макс, собственно, и назрела история, которую нужно рассказать именно что повзрослевшей героине. Режиссер отмечает, что выборы, которые человеку приходится делать в 18 лет и когда ты в более взрослом возрасте, кардинально отличаются, но невозможно не согласиться. И именно на этом будет сделан большой акцент в новой игре. К озвучке вернулась и Ханна Телл. Она говорит, что была счастлива вернуться к полюбившемуся персонажу, и благодаря уже своему накопленному жизненному опыту Ханна привнесла в характер Макс новые краски. В этот раз, кстати, захват лицевых анимаций был сделан напрямую с актрисой озвучания. Ну и, как мы можем заметить, смотрится это все просто отлично, как по мне. Персонажи выглядят очень живо и эмоционально. Мне однозначно нравится. Игра, кстати, это первая игра студии на 5-м Unreal. Прогресс в картинке, конечно, заметен невооруженным взглядом. А вдохновлялись разработчики играми, как ни странно, Remedy, а в частности Alan Wake и Control. Я большой фанат Remedy и ее странностей. Они всегда находят уникальный способ показать параллельные измерения, мультивселенную и подобные вещи. И я думаю, что мы тоже смогли найти свой язык в Double Exposure. Однако вы все же увидите визуальные элементы, которые напомнят вам об играх Remedy, особенно во второй половине сюжета. Джонатан Стаудер — творческий директор. Что еще нравится, это сезон года, выбранный декорациями для этой истории. В преддверии нашей зимы, думаю, очень хорошо зайдет по атмосфере. Канун Рождества, снежный белый уют шапок и теплых курток, горячих кружек с глинтвейном, праздничных украшений. И параллельно с этим разворачивается мрачная история об убийстве, травмах прошлого. Давайте немного поговорим о сюжете. После шокирующих событий первой игры Макс Колфилд уже далеко за 20. Девушка переехала в один из самых маленьких и спокойных штатов Америки — Вермонт, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она работает сейчас штатным фотографом в престижном университете Каледон. Как мы видим, верная камера до сих пор на месте, что радует. Все эти годы Макс не использовала свои силы по перемотке времени, чтобы, понятно, не навредить другим, учитывая печальный опыт из первой части. Мы не знаем, что Макс делала все эти прошедшие 9 лет, но на новом месте у нее появились и новые друзья, жизнь стала налаживаться, однако произошло ужасное. В какой-то момент девушка находит свою близкую подругу Сафи мертвой в снегу, которая явно умерла насильственной смертью. Что же делать? Очевидно, перемотать время и попытаться спасти ее. Однако силы Макс не работают больше. Зато, к удивлению, у нее появляются новые: способность открывать параллельные временные линии и реальности, как в графических новеллах. В одной реальности Сафи жива, в другой — нет. Ну и благодаря новообретенным силам Макс решает спасти подругу и найти убийцу.
такие вот делишки. Режиссер игры говорит, что акцент на расследовании и тайне будет гораздо более ярко выраженным, чем это было в оригинале. Да, и само повествование будет более мрачным и взрослым, чем это было в предыдущих играх студии. Кстати, реальность, в которой Сафи жива, будет по атмосфере светлее в арте и стиле, чем реальность, в которой она погибла. Говорить о геймплее много смысла нет, нас ждет плюс-минус все то же самое, что и раньше, не учитывая новую механику перемещения между временными линиями и сбора улик. Судя по отрывкам геймплея, будут также стелс-элементы. Но опять же, мы все понимаем, что сильная сторона подобных игр — это не геймплей, а персонажи, сюжет и атмосфера, сложные решения, которые придется принимать в процессе прохождения и их последствия. Итак, перейдем к самым щекотливым назревшим вопросам. Что разработчики сделают с концовками первой игры? Какая из них каноничная? Что с Хлоей в конце-то концов? Отвечаю. Было принято решение не считать ни одну из концовок каноном. Есть интересная статистика. Как вы думаете, какое процентное соотношение игроков выбрало спасти Хлою в первой части и пожертвовать городком, а какое пожертвовать подругой? Как оказалось, соотношение примерно 50 на 50, и логично было бы удовлетворить их всех. Поэтому в начале игры в одном из диалогов мы сможем выбрать предысторию Макс на основе основных сделанных выборов ранее. Немного грубоватое решение, как по мне, но, с другой стороны, это было бы чрезвычайно сложно учесть все выборы по отношению ко всем персонажам оригинальной игры и не заварить при этом сюжетную кашу. Не такими бюджетами оперируют разработчики Deck Nine, чтобы позволить себе такую роскошь. От упомянутого ранее выбора в диалоге будут зависеть довольно много сюжетных разветвлений, полагаю, включая как банальное отношение с Сафи, так и возможное появление старых персонажей, хотя бы в виде отсылок, фото, ну или, может быть, СМС. Посмотрим. А может, какую-нибудь фишку придумают с этими параллельными временными линиями, кто знает. Поклонники, понятно, уже строят всевозможные теории, но в них вдаваться не буду. В любом случае, разыграться есть где. Мне безумно хотелось бы узнать, что стало с Викторией или Кейт, ну а раз уж это канун Рождества, может, кто-то из старых персонажей преподнесет сюрприз в виде внезапного появления. Ну, интересно, в общем. Удивить фан-сервисом старых поклонников можно, особо не напрягаясь. Ну а Хлоя? Думаю, она точно будет в том или ином виде. Слишком это важный и знаковый для игры персонаж, чтобы можно было так просто забыть про нее и проигнорировать ее значимость как для поклонников, так и для Макс. Особенно для Макс. Давайте подведем итог. Информации по игре не так много, но по сути мы с вами и так знаем, чего ожидать. Тут дело больше уже в том, как вы относитесь к играм подобного жанра и насколько сильна ваша ностальгия по оригиналу. Я не жду чего-то прорывного от игры. Я жду лампового, уютного детектива с потрясающим музыкальным оформлением, с неожиданными твистами в сюжете, эмоциональными качелями и трогательными личными историями. Вряд ли буду играть сразу на релизе, но вот после суеты новогодних праздников в январе, думаю, будет идеально. На сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Если видео понравилось, вы знаете, что делать. Это сделает меня, то есть автора, немного счастливее на сегодня, а также поможет развитию канала. Жду в гости на других ресурсах, ссылки будут под видео. Ну а с вами был Сережа, это канал Платоси. Всех обнял, мира и добра вам.